Для каждого из нас здоровье является важнейшим вопросом. Для человечества в целом сегодня на первый план выходит качество жизни и ее продолжительность. Но все соглашаются с тем, что человек рождается, живет и рано или поздно умирает. Я не боюсь природы, смерти не признаю, ибо ее как таковой в природе нет. Это слова Порфирия Иванова, открывшего новый этап в развитии человечества, создавшего учение о независимой жизни человека в природе. Учение не только открывает людям цель и смысл жизни, но и вплотную подводит к осуществлению вековой мечты человечества о бессмертии. Порфирий Корнеевич Иванов родился 20 февраля 1898 года на Украине в русском селе Ореховка под Луганском в бедной шахтерской семье, в которой кроме него было 8 детей. Учился в церковно-приходской школе, с 12 лет работал в батраках по найму у пана, с 15 лет на шахте в очень тяжелых условиях. Никакой профессии он не имел, кроме шахтерской, но позднее работал в разных местах, выполняя самую разную работу. По характеру он был, как говорят, сорвиголова, смекалистый, сообразительный юноша. По молодости он был хулиганом. Ум у него был ясный, способный на выдумки, а жилось ему трудно. Много терпела его семья и другие бедные семьи от богатых, которых он за это не любил и мстил за такую несправедливость. С приходом советской власти он стал стараться примерно работать и учиться. Ему нравилась идея коммунизма, справедливого общества, хотя позже он, конечно, увидел всю реальную несправедливость советского режима. Порфирий Иванов в 30-летнем возрасте излечился при помощи закаливания от тяжелой болезни, после чего начал над собой экспериментировать. Круглый год ходить без шапки, верхней одежды, босиком, обливаться из ведра на морозе. Вскоре у него развились феноменальные способности. Он мог обходиться без воды и пищи 2 недели, на длительное время погружаться под воду в зимнее море. Для испытания себя он в одних трусах уходил в степь, в метель на несколько часов, пробегал сотни километров по бездорожью, зимой без одежды проезжал несколько часов на тендере паровоза. Кроме необыкновенного здоровья, у него развились очень сильные экстрасенсорные и биоэнергетические способности, которые помогали ему исцелять самые сложные заболевания, включая многолетний паралич ног, псориаз, язвы, туберкулез и многое другое. В 1942 году, во время оккупации Красного Сулина, где жил Иванов, немцы ставили на нем опыты. Они закапывали его раздетым в снег, часами голову возили на мотоцикле. У Иванова даже не появлялся насморк, он умудрился выжить даже в газовой камере. В результате генерал Паулюс выдал ему справку для передвижения по оккупированной территории как испытателю себя в природе. Уникальный человек был отправлен в Берлин, но снят с поезда и арестован гестапо в Днепропетровске. Однако вскоре Порфирий снова был отпущен. Странный образ жизни и распространение не менее странных идей в СССР были расценены как общественно опасные, и Порфирий Иванов неоднократно изолировался от общества. В 1936 году он повез письмо на 8-й съезд Советов, но в Москве был арестован ОГПУ и насильно отправлен в одежде домой. В 1938 году ВТЭК Ростовской больницы определил Иванова инвалидом 1-й группы без права на работу. В 1943 году он поехал к Сталину с предложением заключить мир с Германией, но был помещен в Институт психиатрии имени Сербского. В общей сложности ему пришлось провести около 12 лет в закрытых психиатрических больницах тюремного типа. Последний раз, в 1976 году, в Новошахтинской психбольнице МВД он был доведен врачами почти до смерти, выдан умирать на руки его ученикам и был перевезен ими на хутор Верхний Кондрючий.
После выздоровления Иванову было запрещено лечить людей и покидать территорию дома более чем на 30 метров. В 1982 году вышла разрешенная властями статья об Иванове в «Огоньке», эксперимент длиною в полвека. Статья вызвала шквал писем и поток посетителей. Система Порфирия Иванова получила массовое признание. В ответ на письма пишутся знаменитые 12 советов Иванова «Детка». Ушел из мира материального в мир духовный он в 1983 году в возрасте 85 лет, оставив после себя невероятное количество учеников. Тысячи людей при жизни приезжали к нему в село Верхний Кондрючий за советом и с просьбой исцелить тяжелые заболевания. Сегодня на всем постсоветском пространстве есть центры последователей Порфирия Иванова. Приверженцы «Детки» обливаются ледяной водой, исполняют гимн в честь почившего старца и обращаются к нему в своих молитвах за помощью. А в Казахстане сама первая леди Сара Назарбаева пропагандирует учение Иванова. Благодаря ее влиянию в стране даже появились экспериментальные школы и детские сады. 12 заповедей Порфирия Иванова. Сердечная просьба к тебе. Прими от меня несколько советов, чтобы укрепить свое здоровье. Два раза в день купайся в холодной, природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь – в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание завершай холодным. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья. Не употребляй алкоголя и не кури. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы 18-20 часов до воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего дела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому. Это твое здоровье. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье? Здоровайся со всеми. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа.
Мысль не отделяй от дела. Прочитал? Хорошо. Но самое главное – делай. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен. Желаю тебе счастья, здоровья хорошего. Иванов Порфирий Корнеевич.